Все наезженные по Бали, Мальдивам, Таиландам, порой хочется что-то менее попсового. В этом видео я познакомлю вас со Шри-Ланкой. Здесь есть что показать, здесь есть что посмотреть, здесь есть причины, почему люди сюда переезжают жить, и они об этом вам сами расскажут. Ну а я покажу, какая она Шри-Ланка, чтобы вы понимали, для чего сюда приезжать и смотреть эту страну, что мне понравилось, а что нет. Погнали! Ну что, кайфанули? А теперь давайте покажу вам, что будет в этом фильме. А начнем мы с юга острова, чтобы рассказать, как живут местные экспаты, которые переехали жить под пальмами и солнцем. Узнаем, сколько стоит их жизнь в месяц, какие есть плюсы и минусы. Потом двинем в центр острова, заглянем в национальный парк на азиатское сафари и узнаем, что это такое. А еще мы встретим дикого слона прямо на дороге и узнаем, почему слон невероятно опасное животное. Далее спустимся в глубокую пещеру с подземным озером и поднимемся на один из самых высоких водопадов острова. Мне нереально было страшно. После прокатимся на поездах, увидим популярный 9-арочный мост и узнаем, в чем его угроза для туристов. Я проведу расследование, какой цейлонский чай мы пьем у себя дома, настоящие или до нас доходят третьесортные отходы. Побываю на плантациях и фабриках и покажу весь процесс вам. И еще вас ждет много, очень много крутых видов, историй, людей и невероятных локаций, чтобы вы поняли, какая она Шри-Ланка. А начнем мы с урока географии, чтобы вы не использовали Google карты, отвечая на вопрос, где же находится Шри-Ланка. А все познали с помощью моего видео. Поэтому я вам предложу отлипнуть от красивых кадров, выключить музыку и на 10 секунд вспомнить карту. Найти Шри-Ланку несложно. Большинство знает, где находится Индия. И вот небольшой остров, всего в 50 километров от нее, это и есть Шри-Ланка. Ее площадь 12 раз больше, чем Бали, и больше ряда европейских стран, таких как Бельгия, Швейцария, Голландия, Дания. Длина острова с севера на юг 432 километра, а ширина 224. И живут тут почти 22 миллиона ланкийцев. Именно так правильно называть население острова. Чуть левее райские Мальдивы, а правее через 1800 километров находится Таиланд и Индонезия. Никакой урок географии не обходится без главного вопроса. Какая столица Шри-Ланки? И пока вы думаете, я спросил местных ребят, которые здесь живут. Столица Шри-Ланки. Коломбо. 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 Может, Канди. А вот и нет. Я тоже был удивлен, поверьте мне. What is the capital of Sri Lanka? I don't know. Я всю сознательную жизнь для путешествия на Шри-Ланку был уверен в том, что Коломбо – это столица. А тут начал разбираться, и оказалось, что это всего лишь крупнейший город на острове. Там рядом с Коломбо есть маленький город, да, я не выговариваю название. Действительная столица Шри-Ланки – Шри-Джая Верденепуре Коте. Вот так вот. Не уверен, правда, что вы запомните, но просто знайте. А так, Коломбо – это самый большой и развитый город страны, в границы которого и входит его официальная столица. Очень хотел вам показать Коломбо, но поверьте, Шри-Ланка – это не про большие города, а про природу, национальные парки и все остальное. Моя история со Шри-Ланкой началась 3 года назад. Я запланировал целый месяц поездки, но пробовал всего лишь 3 дня. Ковид испортил мои планы, и мне экстренно пришлось вернуться. Но я не сдался, подготовился, взял с собой 2 камеры, 1 дрон, и все для того, чтобы познакомить вас с этим прекрасным островом. Но перед тем, как мы поедем по острову, минутка урока истории. Погнали! Первые упоминания острова Шри-Ланки начинаются 2500 лет назад, но заметная и самая яркая часть началась с того момента, когда начались мореплавания. В 1505 году пришли португальцы, которые контролировали побережье и начали строить крепости, назвав остров Сейлау. В 1649 году их место заняли голландцы, но продержались недолго. В 1796 году пришли англичане, которые быстро сделали весь остров своей колонии, назвав его Цейлон. До 1840 года на острове выращивали в основном кофе, но началась эпидемия и все
все погибло. Англичане долго искали, что лучше будет расти на этой земле. Идеальным вариантом вышел чай. Да-да, тот самый цейлонский чай, который популярен и сегодня, и, возможно, который вы сейчас пьете, смотря мой выпуск. А независимость от Великобритании пришла после Второй мировой войны в 1948 году. Но это была не полная независимость, так как Шри-Ланка была лишь автономией под управлением британского монарха. Фактическая и настоящая независимость началась в 1972 году, и страна убрала название Цейлон, которое осталось от колонии, и стала Шри-Ланкой. Я предполагал, что от Англии останется хороший уровень английского языка, но чаще всего он не уходил за фразу Я Франк? Where are you from? Where are you from? А я from? Where are you from, sir? Where are you from, sir? Where are you from? Свою поездку я начал с южного побережья. Оно начинается с города Хикадува, тянется на 60 километров и заканчивается в Мерисе. Это место славится пляжным отдыхом, серферскими деревушками и любимым местом для жизни экспатов и пакетного туризма. Температура тут круглый год не падает ниже 27 градусов, а влажность высокая. Я приехал сюда в июне, но считается, что основной сезон тут с октября по март. И честно, хочу разобраться, что же тут не так, потому что я этого вначале не понял. В конце сезона, где-то, может быть, полмесяца какие-то дожди, и начинается вот такая немножко пасмурная погода. Не сезон как таковой, лето, оно очень комфортное. Единственное, что я заметил, это беспокойное море и отсутствие серфинга. Но оказывается, это все просто переезжает летом с запада на восток острова. Если ты хочешь прямо пляжный отдых, есть всегда восток. Есть в Арагумбе, если ты хочешь классно, не как бабушка, отдыхать. Есть в Тринкомале, если ты хочешь как бабушка. Говорят, прям. Да, если ты хочешь как бабушка сидеть в отеле. Вот два варианта. Юг – идеальное место для жизни. Океан, солнце, вкусное кафе. Привет любителям Бали. Но тут два минуса. Первое – это то, что таких кафе мало. А второе – многие из них летом закрываются. Вот, например, это кафе. Много людей, кипит жизнь. А через 3 дня тут уже ничего не было. Я заметил такую вещь, что экспаты, которые здесь живут, они не ходят в кафе на постоянной основе, как, например, это на Бали. Чек, потому что здесь 1,5-2 раза выше, и ребята питаются либо в местных дешевых кафе, либо большей части дома питаются. В Шри-Ланке немножечко тяжеловато с едой, то есть здесь еще такой дикий остров, много местных ланкийских заведений, в которых готовят только рис и карри, в которых готовят не особенно вкусно и в которых готовят очень остро. И поэтому Люба организовала фуд-пати. Это такой формат вечеринок, где каждый приезжает со своим блюдом. Но это не кулинарные встречи, а встречи нетворкинг для знакомств. Потому что для многих за границей самое важное – это общение с такими же, как ты. Люди думают, что если человек поедет в путешествие один, то он все время будет один. Вот, но по факту, когда ты едешь один, ты на месте находишь миллион людей. Короче, у нас особенность какая на Шри-Ланке? На самом деле все сюда приезжают для того, чтобы расслабиться, вот, покурить, выпить. А здесь люди больше по серфингу, по тусовкам. В целом найти на острове людей, которые не курят, не пьют, не едят мясо, ну это большая редкость. И мы таких ребят нашли. Если у Любы мы были на ужине, то сегодня мы попали на... Первый экстатичный завтрак. Это благостная еда, заряженная сатвичной энергией. Ну что я понял, на Шри-Ланке можно найти любое сообщество по любым интересам. Ну, просто мы не совсем всегда мэчимся со всеми. Да-да-да. Поэтому... свои комьюнити по своим ценностям Да, ребята по своим собираются. ценностям, по своим вибрациям. Классно. Мы ждем наше коронное блюдо. Оладушки, как у бабушки, только веганские, супер вкусные. Скоро прилетят. И буквально пару минут мы начнем с молитвы. Зарядим эту еду еще большей благостью, радостью и, безусловно, любовью. Как видите, не все знали в этот день, куда они едут. Но от себя скажу, ребята классные, готовят очень вкусно и полезно. И опять же, знакомят людей друг с другом. И даже здесь проводят мастер-классы. И вообще я увидел такую тенденцию, то что Шри-Ланка это про нетворкинг. Видимо, остров небольшой, люди хотят общаться и, хочешь не хочешь, создаются такие мероприятия. Тут, например, встреча самопрезентация, где каждый рассказывает о своем проекте, ищет клиентов и подрядчиков. Даже я решил выступить и рассказать о себе.
Всего второй день на Шри-Ланке, а уже столько знакомств сегодня произошло. И вообще складывается впечатление, что многие люди, которые здесь находятся и приходят на такие встречи, они все друг друга знают. Такая получается маленькая деревушка, где тебе комфортно. Нет такого, что куча людей, все компактненько, уютненько, мне уже нравится. Почему-то у меня такое ощущение, что ты прям очень давно здесь. Серьезно? Да, такое ощущение, что я тебя, вообще, что я с тобой общалась. Я решил спросить у ребят, почему они живут на Шри-Ланке и чем она им понравилась. Шри-Ланка единственное место, где вот мне максимально, тотально, комфортно, расслабленно. Самое лучшее место, где сочетается и океан, и солнце, и природа. Все мои идеи, которые копились в течение многих лет в России, они здесь просто как лава из вулкана полились наружу и с такой легкостью. Она очень поддерживающая, то есть здесь можно вот так вот стартануть, в принципе, любую свою идею, любой проект. Вот у меня в городе было постоянно надо то, все, третье, десятое, быстро добиться того. И в итоге я, наверное, в какой-то момент почувствовала, что я теряю себя, а здесь я обратно обретаю себя, и это, наверное, самый главный плюс Шри-Ланки. Это был бы не мой формат, если бы я не сказал бы и о минусах, а они тут есть. Для человека, который любит комфорт и который любит социум, Шри-Ланка однозначно не подходит. Шри-Ланка подходит для людей, которые аутентичны и любят природу. И им хватает океана, серфа, одних шорт с тапками, и больше им, если ничего не надо, то им по кайфу будет. А если ты современен, хочешь и спортом заниматься, нормально в зал ходить, питаться хорошо, то это не для тебя. Или это будет максимально дорого. И напоследок я спросил у ребят, сколько же стоит жить на Шри-Ланке. $500-600 достаточно, чтобы жить достаточно комфортно. Какие-то излишества, то там $1000 в целом. Я считал, моя жизнеобеспечение выходит $2000 в месяц. Это с виллы? С виллы, с машиной, с байками, с бензином, с раздекаловками. Вот сейчас, например, у меня в кошельке, там, не знаю, может быть, 5000 рупий, и все. Вот, но при этом у меня нет никакого дискомфорта по этому поводу, да. И у меня есть ребенок. У меня очень много скиллов, которыми я могу зарабатывать. И доверие жизни тотальное, просто на максималках я двигаюсь в этом плане. И никогда не было такого, что мне нечего поесть, или негде спать, или еще что-то. Тему экспатов я бы хотел завершить жильем, потому что оно здесь уникальное, остатки колониальной эпохи, и это необходимо показать в этом ролике. И сейчас я покажу дом моего друга Сани, который живет на острове уже 4 года и знает о острове просто каждый угол. У Сани большой атмосферный колониальный дом, который погружает тебя в другую эпоху. В этом доме 2 здания, одно со спальными комнатами, другой дом-гостиная. Когда здесь было окончание войны, когда земли стали очень дешево, англичане стали скупать землю. Я знаю, что здесь владеет Марк этой плантации. И это поместье англичан, которые здесь давно не живут на Шри-Ланке. Но есть существенный минус такого жилья. Это количество окон и дверей, которые необходимо постоянно открывать и закрывать. И каждый раз, когда вы уезжаете либо приезжаете, вы этим занимаетесь. Так в то время работала система кондиционирования. И я проверил на себе. Это работает. Доброе утро. Таким образом я открываю двери и впускаю свет в этот дом. Помимо 2 домов, тут большая территория, сад, вид на озеро, домик прачечная, гараж, свой дворецкий Кумара, который следит за поместьем, и даже человек, который собирает кокосы. Саня большую часть времени проводит на природе, и такое ощущение, что это не дом на природе, а природа, на которой построили дом. Здесь люди находятся в гостях у природы, у животных. Вот. И такого биоразнообразия, фаун, флоры, животного мира я еще не встречал. К Сане часто приезжают гости, и он придумал одно с виду безобидное мероприятие. Это катание на лодке по озеру, в котором водятся крокодилы. Вот такое развлечение у Сани. Щекотать нервы своим друзьям. Просто лодка возле его дома. И сейчас прокатимся по озеру и посмотрим, что же там нас ждет. Невероятная просто история. Я как в фильме, потому что мы живем возле озера, в котором водятся крокодилы. И сейчас наша задача их найти. Надеюсь, нам повезет. Удача сегодня была на стороне крокодилов. И мы, к сожалению, их не нашли. Но зато были несколько орлов и огромная стая птиц. Но также было кое-что страшнее крокодилов. И это даже не животное.
Здесь растут растения, называется цербера, это растение самоубийц. Прикоснувшись, достаточно просто прикоснуться, чтобы умереть. И следы яда исчезают буквально там через час. И непонятно, от чего умер человек. Их использовали, чтобы травить незаметно людей. В целом, вполне себе безопасное место для жизни. Но все равно, я еще не успел посмотреть остров, но от животных во дворе я уже был просто невероятно наполнен. Я в таком приятном шоке от звуков, которые здесь происходят. Во-первых, утром начинает кричать какая-то громкая обезьяна бешеная. Я 5 дней не мог понимать, что это такое. А в остальном птицы, попугаи, столько всяких разных звуков, что ты чувствуешь себя в каком-то райском саду. Я много был где в Азии, но Шри-Ланка – это прям вау. И это все находится на вилле, я еще даже никуда не выезжал. А теперь я хочу показать вам ту часть юга, которая больше всего запомнилась тем, что она сильно выбивается от стандартной картинки пляж, серф, экспаты и деревенская жизнь. Это город Гали, где находится одноименный форт. Первыми европейцами на Шри-Ланке были португальцы, и именно они основали тут свои первые колонии, в том числе и город Гали. Название города, по одной из версий, происходит от простого португальского слова «гала», что означает «петух». И, кстати, именно петух – символ Шри-Ланки. Португальцы здесь долго не задержались, пришли голландцы, и сингальский король из Канди, где еще сохранилось королевство, заключил с голландцами контракт на свободную торговлю пряностями со знаменитой по меркам всего мира и истории Ост-Индской компании. Здесь даже сохранился логотип компании в виде 2 львов и петуха. А голландцы уже стали достраивать тот форт, который сейчас и остался, в 1663 году. Что могу сказать о Гале? Если кратко, то это просто кусочек европейской жизни посреди деревенского юга Шри-Ланки. Я пожил в этом уютном туристическом городке несколько дней и могу показать, что тут есть. Маяк, главный символ форта. Католический собор. Да, моим удивлением было то, что часть шри-ланкийцев являются католиками. И мне было непривычно видеть азиатов в церкви. Здесь также есть буддийский храм и мусульманская мечеть. И это вызывает уважение, что разные религии могут жить в мире на таком относительно небольшом острове. Гали – это сугубо туристическая история. Все эти уютные улочки, галереи, исторические здания – все это сильно отдает Европой. Но лишь отдает, потому что это Азия, и ее атрибуты тут повсюду. Например, вот тут сидит местный факир и колдует змею, а та не хочет сидеть на месте. Повсюду тук-тукеры, которые хотят тебя куда-то отвезти. Я Франк. А здесь проходят уроки по плаванию, и тренер очень колоритный. А за углом девочки репетируют линейку на последний звонок. А если вы хотите посмотреть настоящую жизнь местных, тут есть рынок, где мой друг Саня покупает фрукты и тем самым поддерживает местных жителей. Мой стиль – не заезжать в магазины продуктовые, масс-маркеты, а покупать на рынке вот у таких видов, потому что, покупая фрукты на рынке, я поддерживаю местное население, которые за эти деньги купят рис или рыбу. В целом впечатление о местных жителях у меня получилось хорошее. Они открытые и приветливые, но местами попадались и очень приставучие. Например, когда я общался с кем-то, этот персонаж активно врывался в диалог и задавал свои вопросы. Максимально напрягаюсь. Мужик, ну иди. Вот когда включаю камеру, все, коннект весь заканчивается. Заканчивается. Вот как только нам стоит с ним поговорить, сразу включается человек. Как постыля. Я говорю хороший русский язык. Этот человек хорошо говорит по-русски. Конечно, это располагает, ты начинаешь общаться, и потом он тебе начинает продавать. А тебе, конечно же, это и не нужно. Нет, я не хочу покупать, я тебе просто дал 500. 1000 рублей. Давай 1000. Это же уже называется вымогательство. Я нет работы тоже. Пожалуй, это был единственный минус. Пожив тут несколько дней, понимаю, как здесь все рядом, как здесь все по-европейски. Это прямо восхитительно, потому что в остальной части юга все растянуто. Всегда приходилось куда-то ездить, а здесь все поблизости и очень-очень много вкусных ресторанов.
Шри-Ланка только развивается, и найти хорошее качественное кафе довольно-таки сложно. Но в Галле таких кафе достаточно много. Давайте подведу итог по Галле. Место уютное, компактное, туда же все местные делают свадебные фотосессии. И это единственное место за весь остров, где я видел молодоженов. Есть форт, по краям которого можно гулять. Рекомендую приезжать сюда на закате. Очень красиво. Под вечер спадает жара, и местные ребята выходят поиграть в крикет. Здесь это самый популярный вид спорта. Также тут запускают воздушных змеев с семьями и просто гуляют по стенам форта, что весьма романтично. Многие приезжают сюда как на экскурсию на 2-3 часа. Несерьезно. Я лично рекомендую здесь пожить 2-3 дня, расслабиться, никуда не ездить, потому что здесь нужно ходить только пешком. Прожить эту атмосферу, вкусить вкусную еду в кафе, в которых здесь очень много, и просто расслабиться. Это вот то, что я сделал и я очень-очень доволен. На этом по югу у меня все. Не стоит приезжать на Шри-Ланку и сидеть неделями на юге, ведь все самое интересное для путешественника начинается за его пределами. В переводе с древнего санскрита Шри-Ланка означает «благословенная земля», и природа явно не обделила этот остров. Глядя на это все, я думаю, вы понимаете, что это правда. Ну и хотелось бы добавить, что остров содержит в себе аж 21 нацпарк, что по мне очень много для такого небольшого острова. Но этим все не ограничивается. Проезжая Шри-Ланку, можно встретить диких животных прямо на улице. И этот факт меня немножечко напрягает, потому что дикие слоны и всякие опасные животные могут быть здесь на каждом шагу. И давайте посмотрим, встретим ли мы кого-то. Здесь даже ставятся знаки, означающие, что на данном этапе животные могут выйти прямо на дорогу, и чтобы водители были максимально внимательными. И буквально через несколько минут я увидел своего первого дикого слона в жизни. Вот и первый слон. Честно, возле него прямо боязно. Такая махина. И бывают случаи, что на Шри-Ланке они переворачивают машины, сжимают, мнут. Такие истории были. И проезжая таких слонов в дикой природе немножечко страшноватенько. Каждый год на Шри-Ланке погибает рекордное количество слонов. За 2023 год эта цифра увеличилась до 450 особей. Азиатский слон объявлен вымирающим видом. Их численность на острове всего 7,5 тысяч. Страдают не только слоны, но и люди. От конфликта со слонами за последний год погибло 170 человек. Почему это происходит? Люди вытесняют слонов с их среды обитания, ставя электроограждения и отравляя слонов. Все это вызывает агрессию животных. Помимо этого есть и браконьеры. Но что касается нас, как можем мы повлиять на то, чтобы сохранить этих величественных животных? Замените обычные экскурсии на поездки сафари. Там слоны живут на воле. Не кормите диких слонов на дороге. Дикий слон – это опасное животное, и прикармливая его, вы нарушаете его среду обитания. Слон привыкает и все чаще требует еды, а вы просто уезжаете дальше и не видите последствий. Не катайтесь на слонах, позвоночник этих животных не предназначен для этого. Наглядный пример – слониха Пайлин из Таиланда, у которой сломалась спина из-за перевозки туристов на протяжении 25 лет. Мы можем влиять на мир, делая выбор осознанно и понимая последствия. Спасем слонов, спасем планету, спасем человечество. А я приехал в первую точку моего маршрута, это национальный парк Яла. Увидеть животных на улице, на дороге, это, конечно, круто, но я решил взять все на максималках и поехать в национальный парк Ялу, чтобы увидеть свое первое сафари. Когда мне сказали слово «сафари», Шри-Ланка, Азия в одном предложении, я честно не поверил, потому что сафари — это обычно африканские страны. Но мне было дико интересно, что это такое и почему оно находится на Шри-Ланке. Для тех, кто не знает, сафари – это когда вы ездите на машине и ищете животных в естественной среде их обитания. И, конечно же, вы проверяете свою удачу. Получится у вас найти всех животных или все-таки кого-то вы не сможете увидеть. Так, первая добыча – это крокодилы, которые очень дружелюбны к фламинго. Они буквально
30-20 сантиметрах от них плавают, и ничего не происходит. Никто никого не ест. Ну, точнее, крокодилы не едят фламинго. И это для меня новая история, которую я до этого никогда не ожидал и не видел. А теперь давайте покажу всех красавчиков, которых я увидел в этом парке. Больше всех я видел буйволов, которые любили чилить в воде, ничего не делая. Далее были кабаны, лисы и вот эти вот милые создания. Всего в парке 44 вида млекопитающих и 215 видов птиц. И, конечно же, самый главный персонаж этого острова, если вы еще помните начало видео. Как мне сказали, больше вероятность увидеть животных вечером, поэтому моя рекомендация приезжать во второй половине дня и до заката. У меня не было вариантов, поэтому я поехал с самого раннего утра. В Яле одна из самых высоких плотностей леопардов в мире. По словам моего гида, здесь их 36. Есть вероятность, что их можно здесь увидеть. Здесь так много машин, потому что самое популярное место с леопардами, где, возможно, они могут проходить дорогу. Получается, вся поездка сводится к поиску только леопардов, так как все остальные животные, в принципе, тут в изобилии. С леопардами у меня не получилось, но нашли кое-кого другого. Ребята, сейчас на той скале был медведь. Вот этого я вообще не ожидал здесь увидеть. Просто невероятная история. Я даже не знал, что здесь есть медведи. Поэтому если с леопардом не вышло, то с медведем вполне все получилось, и я прям очень-очень рад. Ну и под конец, конечно же, мы забыли про слонов. Здесь они просто потрясающие. Конечно, сафари в Африке, возможно, в разы круче. Но это Азия. Здесь много национальных парков на Шри-Ланке. Я не знаю, в каких еще странах Азии можно такое увидеть, но здесь это в изобилии. Поэтому я думаю, что это маленький, редкий, но приятный бонус в копилку этой страны. Еще один плюс Шри-Ланки – это разнообразие климата. Если на побережье засушливо, то к центру начинается обилие зелени. Это заслуга климата и гор, которые задерживают облака и создают обилие влаги. Поэтому тут такая сочная зеленая растительность, нереально вкусные фрукты и просто космические виды. Ну а где горы и влага, там рождаются реки. А где реки и горы, там и водопады. На один из таких мы и приехали. Водопады – дело красивое, но именно в этом водопаде его фишка находится не сбоку, не внизу, не издалека, а на самом верху. И сейчас я покажу вам, что это такое. А пока мы идем, расскажу, что на Шри-Ланке около 430 больших водопадов. По одной из версий это самое большое количество в мире, а я выбрал один из самых больших на острове. Называется он Диалума. Высота его составляет аж 220 метров, а дорога ведет через настоящие джунгли, в которых водятся настоящие животные. И честно, это немного настораживает. Hi. Hello. Наверху водопада открывается невероятный вид. Здесь просто необходимо остановиться и уйти куда-то далеко в свои мысли. Я, честно, в большом шоке сегодня. Но самое крутое – это каскадные ванночки. Вода медленно переливается из одного уровня в другой. И это помимо того, что красиво, еще и позволяет остудиться после непродолжительного хайка. На фоне энергии водопада ко мне пришла просто какая-то сумасшедшая идея, и я прошу не повторять ее. Я, честно, боюсь высоты с самого детства. Но я прошел в этот страх, лег. Мне нереально было страшно, сейчас чуть-чуть отпустила уже. Мама, не смотри это видео.
Напоследок я рекомендую не уходить с этого водопада обратно, а подняться немножечко выше. Есть еще водопады, если вам мало того 220 метров, то здесь можно еще наплаваться и даже прыгнуть с 10 метров. Окей? Jump? Сам я прыгать не захотел, и вообще рекомендую в непроверенные места не суваться. Но местный парень с удовольствием сделал пару кадров для нашего выпуска. Водопад, который можно не только посмотреть, абсолютно стоит внимания. И самое крутое, что можно сделать после насыщенного жаркого дня, это попить местного кокоса. Ну что, поехали дальше. Шри-Ланка — это не только забираться на водопады, смотреть красивые горы, в общем, высота, красота и еще про спуск под землю. Подземная пещера с подводным озером. 3 года назад она вообще была никем не изведана, а сейчас здесь уже офис, гиды. Ходите, узнайте сами, место того стоящее, очень классно, рекомендую. А я тем временем отправляюсь ко входу в пещеру через джунгли. На минуточку, в пещере вообще не будет никакого света. Она полностью глухая и глубокая. Опускаемся на 30 метров. 1.5 hour. We go. Саня говорил, что 20 минут. Что-то не сходит. Right, let's go. 1, 2, 3, go! Путешествие лучше всего распаковывается вместе с людьми. И в этой поездке я познакомился с парой из Украины. Все, ребят, отправляемся в подземелье. Какие-то веселые там шри-ланкийцы. Сейчас будем шутки шутить. Очень узкие проходы. А что лежать на пляже, да? Пакет на мотельчике. Погнали! Слышите? Целая свора летучих мышей. Здесь целые залы, здесь целые прям комнаты, они очень большие, в отличие от входа. Здесь можно прямо гулять, что-то делать. Исследовать нашу планету, как сверху, так и под землей, очень интересно. Становится душно, здесь уже потеть начинаю, но интересно. Длина пещеры составляет 800 метров, и в конце, как и любой крутой локации, ждет приз для тех, кто дошел до конца. Это подземное озеро с нереально чистой водой. Вот она награда, подземное озеро, мини-озеро, в котором можно поплавать с кристально чистой водой. Не просто спуститься, а еще и окунуться. Мне это кажется самый кайф. Вода просто чистейшая. Ребята, это абсолютно стоило того. Награда после душной пещеры. Подземная вода просто потрясающая. Я так наполнился энергией. И что самое интересное, цвета сейчас ярче в раза 3, чем было до этого. Вот прям по-другому ощущаешь. Ну а мы двигаемся далее и добрались до первого горного города в нашем путешествии. Название города в переводе с сингальского буквально означает водопад. А вот, собственно, и он. Сам город находится на высоте 1000 метров между двумя горами, и эти виды просто потрясающие. Но самое приятное, тут прохладно, в отличие от жаркого юга. Это гораздо приятнее погода, но единственное, она постоянно меняется. Мне это нравится. То есть солнце, дождь, опять солнце, и вот так каждый день. После утомительного юга прямо хочется прогуляться, потому что на юге это было сделать, ну, не совсем комфортно. Здесь же хочется подышать, прогуляться. И прогуляться тут можно, но недолго. Здесь всего одна главная центральная улица, которой можно пройти за 10 минут. На улице много кафе и ресторанов с вкусной едой на любые цены.
Много магазинов одежды, подарков и, главное, чая, который начинает произрастать в этих регионах. Про чай расскажу дальше. Дождитесь. Но, честно говоря, делать в Эле больше, чем 2 дня нечего. Дело в том, что город — это стартовая точка для поездки на поездах. И все начинается вот с этой красивой станции, с одноименным названием. Сами станции уже наполнены духом сказочного путешествия из какого-то фильма, который мы и так уже с вами смотрим. Но начать хотелось бы не с поездки внутри поезда, это очень круто, а с самой популярной локации Шри-Ланки, визитной карточкой страны, 9-арочного моста в Элле, ради которого я проснулся в 5 утра. Доброе утро. А теперь я, пожалуй, промолчу. А вы попробуйте увидеть эту невероятную красоту моими глазами. Тему поездов хочу начать с самого популярного инстаграмного места Шри-Ланки. Это 9-арочный мост. Уже с самого раннего утра там бегают туристы, делают свои фотографии. Немножко истории. 1921 год. Британское колониальное правительство строит этот мост, чтобы перевозить грузы, такие как чай, кофе, с центра острова в порт Коломбо. И уникальная история в том, что на момент строительства не было стали и бетона, поэтому мост полностью построен из камней, я хотел сказать и палок, да, но на самом деле из камней и кирпичей. И в этом его уникальность. За 100 лет он не подвергался масштабной реставрации, поэтому все, что вы сейчас видите, было ровно 100 лет назад. Этот мост – излюбленное место туристов. Многие приезжают сюда сделать фотографии, записать видео или посидеть в одном из кафе с видом на мост. А если повезет, дождаться и поезда. Но немногие знают, что это место очень опасно. Есть еще один важный момент, о котором я хотел бы рассказать. Это то, что прямо под мостом живут пчелы. Там много ульев диких пчел. И когда кто-то из туристов пролетает, например, дроном под аркой, то все пчелы начинают бушевать и кусать просто всех, кто находится на мосту. В общем, запустил дрон, нападали пчелы и прилетел. Смотрю, у меня тут на крыле, на луче висит жало. И с него капля яда, прямо огромные такие пчелы, просто нереал. Вот, например, парень сидит себе ножки свесив, а под ним целый улей настоящих диких пчел. Ну а на этом видео с ютуба туристов очень сильно закусали пчелы. В общем, будьте осторожны. А те, у кого с удачей выстроены отношения, встречают долгожданный поезд. Но вот так поезд видит те, кто не встает рано и не приезжает на рассвете. А вот так вижу его я. Порой красота стоит дорого, и случаются потери. Я думаю, прошлые кадры и наши старания уже заслужили комментария и репоста этого фильма. Ох, с дроном все окей, не переживайте. Сейчас минутка крутой новости. Наверняка вы смотрите это видео и пускаете слюну, чтобы проехать такое же путешествие. Но не знаете, как это все организовать, с кем поехать и сколько это будет стоить. Миссия моих видео – это сделать из туристов путешественников, показать вам настоящие приключения и предоставить возможность вам туда поехать, прожить весь этот опыт и вернуться другими. Мы с учениками уже 3 года создаем авторские групповые путешествия. Это не банальные путешествия формата отель, лежак, ресторан.
Это погружение в культуру, получение нового опыта и знакомство с единомышленниками. Основное направление наших групповых путешествий – это Бали. 12 дней активного приключения по 3 островам – Бали, Ява и Нуса-Пенида. Вы увидите вулканы, постоите под водопадами, расслабитесь в спа, в бане, попробуйте серфинг и многое другое. Все будет продумано под ключ от аэропорта до аэропорта. Вам не нужно будет думать ни о чем. Даты у нас есть каждый месяц. Ну а если вы хотите увидеться со мной и проехать лично со мной путешествие по Шри-Ланке, то такая возможность тоже есть. Внизу по ссылке в описании будут даты всех путешествий. Проходите, прокатимся по многим местам из видео, увидимся, познакомимся и проживем такой опыт, который вы до этого никогда не проживали. Поверьте, путешествие – это лучший тренинг в вашей жизни. Я на себе это понял. Пора путешествовать профессионально, а не лежать на пляже. Все детали в описании по ссылке. Переходи и увидимся на Шри-Ланке. Прежде чем мы отправимся на поезде по стране, мы доедем до небольшого городка Хапутали, чтобы затронуть очень важную тему, которая поменяла облик страны на столетия. Мы приехали в Хапутали. Этот город, который находится уже на 1500 метров над уровнем моря. И здесь еще свежее и еще прохладнее, чем было до этого в Эле. Заселяемся. Место, конечно, простое, но внутри много предметов интерьера, книг, которые окунают тебя в историю этого места. Все весьма просто, чисто, минимально. Но это все меркнет на фоне того факта, который имеет этот отель. За то, что он самый первый отель в этом городе. Очень приятно, когда попадаешь именно в такие места, которые имеют некую историю и человека, стоящего за этим. А это Сэм. Он уже во втором поколении владеет этим отелем. My father started in 1978. My father passed away in 2016 and I took over the business. Также Сэм дал нам лайфхак. Если люди приезжают с мая по октябрь, то цены на жилье здесь падают почти в 2 раза. Actually, if no one is here, I mean, we can give it for 3,000 rupees. At the season, the deluxe room will be 7,500. Но от себя я бы добавил то, что здесь еще и туристов почти нет, что дает невероятное погружение в страну. А я приехал сюда не просто так. И сейчас хочу затронуть тему про чай, который изменил историю страны навеки. Но для этого мне нужно тепло одеться и поехать на плантации. А пока будем ехать, давайте немножко расскажу историю чая на Шри-Ланке. Чай, которым так славится Шри-Ланка, завезли сюда англичане в 19 веке. До этого чайных кустов тут вообще не было. До англичан были голландцы, и тут массово выращивали корицу, потом перешли на кофе, и только после охватившей кофейные плантации эпидемии во второй половине 19 века чай становится на Шри-Ланке самой популярной культурой. Ну, чтобы вы понимали, просто Шри-Ланка и чай – это 3-е место вообще по экспорту чая, после Индии и Китая. 10% мирового чая приходится на этот остров. Серьезная история в рамках этого небольшого острова. А теперь небольшая пауза на красивые виды. Вы наверняка меня спросите, почему я сюда приехал и кто этот человек в виде милого дедушки. Но я скажу одну вещь. Вы его знаете. Причем, я думаю, что все. Но правда, не его лицо, а вкус. Это тот самый Томас Липтон, который придумал знаменитый Липтон чай. А теперь давайте чуть детальнее об этом дедушке. Томас Липтон, миллионер из Шотландии. До империи чая у него была сеть супермаркетов, количеством превышающим аж 200 магазинов. В то время чай был дорогой роскошью, и Томас хотел его сделать доступным. И вот в 1890 году Томас посетил британский Цейлон во время своего путешествия в Австралию. И тут на Шри-Ланке он открыл свои плантации, чтобы любой человек любого класса имел возможность наслаждаться чаем. И как видите, Томас Липтон сказал, и Томас Липтон сделал. У него свои поля, плантации, и здесь их настолько много, что его прозвали человеком, владеющим чайной империей.
Давайте добавлю еще пару интересных фактов о Томасе Липтоне и закончим. Он был первым человеком, который сделал чай в пакетиках. Интересная новость, да? И тот желтый логотип, который вы увидите у себя в магазинах, возможно, кто-то покупает этот чай, он существует с 1890 года. И чтобы вы уж точно не сомневались, что это человек, который изменил целую индустрию, в 1924 году журнал Time выкладывает обложку с Томасом Липтоном. Наверняка вы смотрите это видео и попиваете чаек где-нибудь на кухне, либо сидите на диване, и высока вероятность того, что этот чай, который вы пьете, производится на Шри-Ланке. Но возникает вопрос: вы пьете настоящий цейлонский чай, либо какие-то отходы? Этот вопрос меня давно мучает, и в нем я хочу разобраться. И сейчас я хочу рассказать вам путь знаменитого цейлонского чая от посадки до чашки. На Шри-Ланке сбор урожая чая обычно проводится регулярно в течение всего года. Первый этап – это посадка. Чайные кусты высаживают в специальных рядах на склонах холмов. Это обеспечивает хороший сток воды и необходимую вентиляцию для растений. А еще это очень, я бы сказал, очень даже красиво. Когда чайные листья достигают оптимального размера, они собираются вручную, благодаря этим красивым женщинам. Причем собираются не все листья, а только верхние молодые листочки и почки, поскольку они считаются наиболее качественными. Новые листья заново отрастают каждую неделю. Этот этап требует навыков и опыта, поэтому эти женщины работают тут годами, если не всю жизнь. Вот такими группами с плантаторами, с начальником, который все контролирует, работают ребята. Это не сингальцы, это больше тамильцы, которые были завезены с Индии. Потому что сами сингальцы на чайных плантациях, как я узнал, не работают. Надо попробовать. Все это смотреть, конечно, интересно, но поделать самому чай это еще круче. Can I try to put... Это вам. Что, ребята, надо пробовать все на себе. Вы сидите там, пьете чашечку чая, а тут люди работают. Теперь я чувствую себя полноценным чайным собирателем. Работаем, ребята. Help me? О, отлично, ребята. Этот чай мы отправим куда-нибудь в Казахстан, наверное, с молоком. Будете пить там, посматривая мое видео. А еще здесь очень красиво, просто невероятно красиво. Ребята, будете на Шри-Ланке, обязательно погуляйте по чайным плантациям. А теперь поговорим про вторую часть выращивания чая, это про обработку. Когда листья собирают, они отправляются на заводы. Вот так выглядит типичный завод на Шри-Ланке. Например, вот этому заводу уже больше 100 лет. Здесь работает 45 человек на фабрике и 150 человек на плантациях. Наверняка вам интересно, сколько зарабатывает женщина, которая собирает чай. Ответ: 1500 рупий за 20 килограмм чая. Это где-то $5 в день. Ну а мы с моим новым другом Джагатом на Шри-Ланке выращивают 3 вида чая: черный, зеленый и белый. Причем черный и зеленый это листья одного куста, а белый чай это уже другие кусты. И там собирают не листья, а почки. И на Шри-Ланке такой чай встречается редко. Ну а теперь к фабрике. Первый этап производства это сушка под большими промышленными вентиляторами. На этом этапе идет увядание листьев. 1200 кило после увядания 600 кило. 50% воды удалять. 50% веса уходит. Да. Далее листья перемалывают и направляют на этап ферментации.
Ферментация – это окисление. Простой пример – это надкусанное яблоко, которое через несколько минут становится коричневым. Так и здесь. Но тут важный момент. Пути зеленого и черного чая здесь расходятся. Ферментация – это только про черный чай. Зеленый чай, белый чай без ферментации. После идет еще один этап усиленной сушки в машине на дровах. 21 минута, 91 градус, и коричневые листья превращаются в черный чай. Вот эта штука, это стебель. Вот это стебель. Это мусор. Это да, это удобрение. Но бывает, иногда из этого делают чай. Здесь не делают чай из стебель. В Шри-Ланке не делают. Нет, только удобрение. Но в других странах бывает делают. Я не знаю, иногда используется. На последнем этапе очень много машин, которые отделяют стебли от листьев, сортируют листья по крупности, так получаются различные сорта чая. Это 6 сорта черный чай, разные виды. Самый большой листы, самый слабый. Это 3 сорта размер мелколистовый. Твердо, это средний крепкий чай, английский саптрак чай. Это мелколистовый крепкий чай. Самый мелкий, самый крепкий. Как кафе, как чефир. Да, как чефир. На последнем этапе чай упаковывается в большие мешки и уезжает на аукцион, где покупают его большие компании. И лишь 20% остается на фабрике и продается для всех желающих. Так, ребята, сейчас будет мега дегустация всех возможных чаев на Шри-Ланке. Походу, сейчас я напьюсь чая на очень долгое время. Я и так его обычно не пью, но не пить на Шри-Ланке — это преступление. Мы с Джагатом закончили нашу экскурсию и теперь начинаем передачу «Пока все дома». У нас есть 2 вида белый чай. Серебро чай, золотой чай. Это Шри-Ланка самый дорогой, больше полезный чай. Самый дорогой, самый полезный белый чай. Шри-Ланка люди очень нравится мелколистовый крепкий чай, всегда пьем с молоком утром, вечером. Утром, вечером пьете, с молоком. Да. Ты знаешь, что в Казахстане тоже люди пьют с молоком чай? Да. Ты знаешь? Не знаю. Не знаешь. Поэтому это мало полезно. Больше полезный белый чай. Белый, да. Но черный самый не полезный. Не полезный. Я так понял по себе, когда я попробовал, мне больше нравятся более такие слабые, даже ближе к зеленым, к белым. Вывод такой, что все, что крепкое, оно более такое темное, оно более мелкое. Все, что жиденькое, оно легкое, не крепкое и более полезное. Да. А вот такая вот штука не по мне. Последняя может попробовать. Это чефир. Очень черный. Вот прям по цвету кофе. Как кофе, да? Кефирнем с ребятками. Ну, это вообще не моя история. Мое расследование о том, где качественный чай и доходит ли он до наших стран, подошло к концу. И я взял интервью не только у работников фабрики. У тебя правда, что у тебя друзья владельцы фабрик? И Да. ты знаешь всю эту историю очень даже хорошо? Да. Качественному селянскому чаю добавляют некачественного, разбавляют ради прибыли. А как в магазине понять, хороший чай это или нет? Или в магазине вообще нету, в супермаркете хорошего чая? Лучше покупать чай прямо в фабриках. Не добавляете Нет, химикаты, только натуральный чай. а компании добавляют? Да, компания, они покупают аукцион чай, после добавляют химикаты. И никогда не покупайте ароматизированный чай. Его брызгает ароматизатор. Благодарю за хороший рассказ, хорошо. что все рассказал. Теперь нам все понятно. Ставьте лайки и поставьте. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Ну, вы поняли, ребят. Ставьте лайки и подписывайтесь. 10 лет назад я лишь мечтал жить той жизнью, которой сейчас живу. Я путешествую, живу за границей, занимаюсь авторскими турами, у меня есть ученики по всему миру. И самое главное, я начал свою мечту, который давно шел, я начал свой YouTube-канал. Но тогда у меня лишь был вопрос, как я могу переехать, тем более, как я буду зарабатывать за границей не в своей стране. Если вы любите путешествия, хотели бы сделать это своей профессией, изучать новые страны, брать с собой людей, открывать им мир, менять их жизни, то для вас у меня есть бесплатный марафон, который состоит из 4 уроков, на котором я расскажу пошаговый план создания авторских туров в любой точке мира с выходом на доход от 0 до 11 тысяч долларов. Это статистика моих учеников. На марафоне вы с ними познакомитесь. Также я расскажу, как искать локации, как искать подрядчиков, как составлять маршруты, прописывать тайминги так, чтобы вы успевали вовремя, как все это дело упаковать, презентовать, прорекламировать, то есть найти клиентов, как обработать заявки, как сделать продажи и самое главное, как проводить тур, чтобы вы кайфовали
и кайфовали ваши гости, потому что когда кайфуют гости, они становятся вашими фанатами и рекомендуют просто вас всем своим друзьям, близким. На марафоне вы узнаете, подходит ли вам это дело или нет, готовы вы путешествовать, жить за границей, в общем, примерите это дело на себя, и если по каким-то причинам скажете нет, это совершенно нормально, не каждому это дело подойдет, и оно не простое, как кажется. Но, если не подходит, то всегда мы вас ждем в качестве гостей в наших путешествиях, например, на Бали, на Шри-Ланку, либо в другие страны. Hey, thank you, bro. А мой путь лежит дальше, и я добрался до поездки на поезде. И эта поездка была самой красивой за все путешествие на Шри-Ланке. А вообще, поезда на Шри-Ланке один из основных транспортов. Открыли их все те же англичане в 1864 году. А точнее был Цейлон, и не англичане, а британское колониальное правительство. Но все местные тоже ездят, потому что это очень дешево, а для путешественников это мега-мега красиво. Сейчас протяженность железнодорожной сети Шри-Ланки составляет 1508 километров, и проехать на них можно практически по всей стране. Мне так понравились поезда, что я прокатился на нескольких. И отдельного внимания стоит красный поезд с вагоном обсервации, где вы сможете смотреть в окна не сбоку, а с конца поезда. И это того стоит. Теперь пару слов о классах вагонов. Их 3. Третий класс – никакого комфорта, много местных, в общем битком набитый автобус в час пик. В втором классе обычно ездят уважающие себя местные, здесь уже нет стоячих мест. А в первом классе это самые комфортабельные вагоны, могут быть даже с кондиционированием. Но мой вам совет – ехать вторым классом, потому что там открываются окна, не закрываются двери. В этом его уникальность, за этим все едут сюда. И вся эта красота, все это кино перед вами, без посредников, без каких-то барьеров. Огонь. А теперь занимайте свои места, усаживайтесь поудобнее и готовьте глаза для тех видов, которые я открыл, проехав эти невероятные маршруты. Ребята, ну это кайф, вот за этим все едут сюда, на Шри-Ланке, вот с такими видами. Просто потрясающая история. А еще можно сделать вот так вот. Нет, нельзя, мост. Отдельно хочется сказать, какая атмосфера внутри поезда. Все общаются, знакомятся, улыбаются и делятся своими историями о путешествиях. Нравится камера, красивая. И даже в соседних проходящих поездах такой же вайб. Следующая станция моего назначения — это город Гампола, возле которого есть одно очень высокое инстаграмное место, которое я обязательно рекомендую к посещению. Это башня Амбулавава, построенная в 2009 году. Изначально видел это все тоже в интернете и не мог сюда не заехать, потому что она кажется прям величественной. Высота башни 48 метров, но суть в том, что она уже стоит на горе, высота которой выше 3500 метров. А это значит, что мы уже выше облаков. И с нее открывается панорамный вид на 360 градусов. Просто невероятный. Но есть одно но. Башня не для всех. К вершине ее проходы становятся все тоньше. Здесь можно не протиснуться, особенно если ты... Привет. С рюкзаком и шляпе, которая может улететь у тебя. Но невероятно красиво. Я оставил вещи в специальных помещениях.
потому что здесь уже не разойтись, становится очень узко, но посмотрите, какие вокруг виды. Ну погнали за мной, давайте. Вот так вот боком мы идем. Вот так, ребята, это происходит все. Так, немножко напрягаюсь, что там сзади прошел. Ну, расстояние там позволяло пройти. Айбуан. 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 Good morning. Good morning. Айбуан. Good morning. Good morning. Ну а мне все-таки удалось добраться до вершины, и я нашел ее самый конец. Одно могу сказать, то что когда ты вот в таких местах, то ты понимаешь, что это все не зря, что ты путешествуешь, что видишь этот мир, трансформируешься и распаковываешь такие моменты в себе, которые ведут тебя напрямую к тебе истинному. Ну что, мы на вершине мира, Шри-Ланка. Невероятная история. В такие моменты понимаешь, что ты по-настоящему путешествуешь. Это все наполняет тебя такими эмоциями, после которых жизнь твоя уже не будет прежней. Путешествуйте, ребята! Давай быстрее, малыш. Дождь идет. Ну, наконец-то. Фух, мое сердце чуть не осталось на этой башне, потому что летать в туман и дождь – опасная история, ребят. Yeah, nice to meet you again today. Никогда не знаешь, куда тебя приведут новые знакомства в путешествии. И этот эпизод не входил изначально в мою программу, но любителям роскошного отдыха и истории это очень понравится. Я приехал в особняк, где история, роскошь и дикая природа переплетаются в одном месте. Тут полно коллекций искусства 19 века, включая картины, скульптуры, фотографии и экспонаты, которые причастны к этому месту, а также к эпохе колонизации Шри-Ланки. Но крутость этого места еще в том, что это еще и отель, в который может приехать каждый желающий. Знакомьтесь, это Дэвид, владелец этого места. Он англичанин, который родился на Шри-Ланке, учился и жил в Англии, но которому стало скучно на офисной работе, и он вернулся на родную землю. But it was very boring. And nothing beats waking up in the jungle. It's just, you know, absolutely gorgeous. The original land was owned by the kings of Kandy. He gifted the land to one of his noblemen. 150 years ago, built a house on it, but on a hill up there, and is now a ruin. And about 100 years ago, they built this place. By then, the family had become the mayor of Kandy. В 1950-х годах все дома были разрушены оползнями, и территория была заброшена вплоть до 2006 года, пока Дэвид не нашел это место и не отреставрировал все с нуля. And this part of the hotel was going down the hill that way, and that part of the hill was coming down onto the hotel this way. После интервью Дэвид провел мне экскурсию и показал номера. Они потрясающие. Видно, что хозяин при деле и следит за всем. К тому же он еще и сам тут живет. И теперь у вас наверняка возникает вопрос: сколько стоят номера в этом отеле? Я вам отвечу: от $200. И это 100% стоит своих денег. Это подтвердит Вероника. Мы с ней познакомились в поезде, она остановилась в отеле на пару дней и пригласила меня сюда. Ты ощущаешь историю, когда ты в доме столетней давности. Каждый элемент этого дома — это история. Допустим, это столовое серебро. А в моей комнате находятся предметы интерьера 18 века. Это по-королевски, это роскошно. Как ты считаешь, Шри-Ланка это про такие места? Шри-Ланка, какой ее видят люди, да, в Инстаграме, в социал-медиа, это поезда, это картинка, это пейзаж, но редко кто показывает эстетику мест, редко кто показывает эстейт,
поместье столетней давности. Поэтому да, это что-то удивительное, что-то уникальное. В конце я решил оставить слова Дэвида, которые, возможно, кого-то из вас вдохновят на перемены и на поиск своего пути. Лично на меня он произвел очень сильное впечатление. And I remind myself every day how lucky I am. You wake up, you look out over the hills and mountains, you see the monkeys, you see the golden orioles, the hornbills, you hear the frogs singing at night, you see the mongoose and her babies in the morning. It's just, it's just a lovely way to live. Мне кажется, но все мы в глубине хотим быть Дэвидом, который понял, что его прошлая жизнь была никчемной и в ней не было красок, и который осмелился что-то поменять и обрел свое счастье в виде этого места. And you've got 4 dogs. You can't stay unhappy. Я побывал не в отеле, я побывал в музее, в котором можно погрузиться в историю. Честно, на Шри-Ланке такие места есть, но большинство из них в плохом уже состоянии. Здесь следят за этим. Здесь вы можете погрузиться, и многим вещам тут по 100-200 лет. И это все находится в вашей комнате, в общественном пространстве. Если хотите погрузиться в эту историю, то это сделайте, настоятельно я рекомендую. Вообще приезд на Шри-Ланку и не посещение таких мест противопоказан, потому что Шри-Ланка это все-таки смесь культур, смесь колонизаторской Европы того периода и тропической Азии. Просто восхитительно. Вот такая разносторонняя, разнообразная, красивая Шри-Ланка. И мой ролик уже перевалил за 1 час, пора заканчивать, но я не могу вам не показать то, с чего началось и появилось мое желание приехать сюда. Я приехал в самую главную точку моей поездки по Шри-Ланке. Это Сигири. Вот она здесь находится, скала. Я вам ее расскажу и покажу, но хотелось бы одно сказать, то что благодаря, наверное, этой скале я узнал вообще о Шри-Ланке. Много лет назад я смотрел вот на это в Инстаграме и хотел приехать. Поэтому это самая знаковая точка Шри-Ланки и самая главная, ради которой я приехал. Сигирия, что в переводе с сингальского означает «львиная скала». Это скала высотой 200 метров с остатками дворца аж 5 века. И на минутку, это самое посещаемое место на Шри-Ланке, а с 1982 года находится под охраной ЮНЕСКО. До наших дней дошли лишь руины этой крепости, однако даже по ним можно судить о некогда былом величии. Это был красивый и богатый город-крепость, окруженный садами с фонтанами и бассейнами. Бассейны с водой были даже на самой вершине скалы. Вход в замок был когда-то высечен в форме огромного льва, но в наши дни можно увидеть лишь его лапы. Это все, что осталось от этого большого гиганта. Как и любую историю, ее могут переписывать, поэтому я предпочитаю послушать мнения и найти факты из нескольких источников. Один из которых мой друг Махуцагара Самарахунга. Понимаю, сложно, поэтому для нашего человека он просто Дуся. Он изучает историю Шри-Ланки, пишет книги, учился и жил в России, говорит на русском и проводит нестандартные индивидуальные туры. Здесь наверху была обсерватория. Его создали около 7500 лет назад. А королевство находится в середине скалы. Но это место известно другим. Все на экскурсиях говорят ровно одно и то же. Это история про короля Шри-Ланки Касапу, который в конце 5 века построил на скале крепость. Но история тут немножечко печальная. Он замуровал живьем своего отца в стене, бывшего короля, а брата, который по закону должен был наследовать престол, прогнал в Индию. Но опасаясь его возвращения и мести, Касапа как раз таки и возвел эту неприступную крепость. Но люди, которые изучают историю, а не просто слушают экскурсоводов или информацию в интернете, имеют другие факты. Если он убил своего отца, монахи бы не дружили с ним. Это непрощаемые грехи. Никто бы на его ступа не поклонял, и никто бы не строил бы ступа. То есть это еще раз говорит, что если не изучать, не анализировать, то говорят всякую чепуху. Да. Про Дусю и его нестандартное и глубокое видение истории можно снимать отдельный большой выпуск. Но с этой локации мне запомнилось еще одно место – это изображение богинь, о которых также ходят разные легенды. Апсара – это название дает женщина, которая живет в небесах. Вот весь вокруг скалы. Было больше 500 апсари. Сейчас осталось всего 19 изображений. Это действительно история
И это были не только шри-ланкийки. Ланкейки, филиппинские, китайские, японские, африканские. Это все были женщины в гареме короля. 500 женщин, просто представьте. И Дуся и здесь показал свой нестандартный подход к истории. Вы думаете, они голые? Посмотри лицо, рукава и животик. Здесь шелтоватый. Это другая одежда. Они одеты в блузку. Археолог Шри-Ланки, HPC Белл, он убирали как можно больше одежды. Хотели сказать, наши женщины дикари. Дикарские женщины грудь не закрывают. Когда англичане говорят, у них цивилизация, а у нас нет. Ну, как вы поняли, все очень неоднозначно. Но что хочется выделить, это подход Дуси. Он действительно крутой. И послушайте, как он относится к простым надписям на стене от туристов. Маша и Петр, нет. Я не против на это. Через 500 лет, через 1000 лет, кто-нибудь видит, здесь есть русский запись. Это значит, были русские здесь. Или русскоговорящие. Это доказательство, тогда было отношение между странами. По мне, весьма необычный подход. И под конец обязательно рекомендую подняться наверх. Красоты, которые там открываются на всю Шри-Ланку, просто поражают. Особенно, если это будет закат. Это очень красивая история. Даже слов нет, чтобы описать. И всегда, как я заметил в своих поездках, если дорога куда-то сложная, далекая, высокая, ступеньки, то вид будет стоить того определенно. Вот здесь такая же история. Вы знаете, встреча с местным жителем во время путешествия – это уже одна большая грань. Но когда этот местный житель говорит на твоем языке, изучает историю своей страны, причем пишет даже книги о ней, он изучает религии, и вообще очень глубокий человек, это просто большой подарок. Если кто-то захочет приехать также и познать глубину острова, человека вот этого, то он создает индивидуальные туры. Вы можете написать и обратиться к нему, чтобы увидеть настоящую глубокую Шри-Ланку. Спасибо. Приезжайте. Дуся – герой моего второго выпуска про Шри-Ланку, где я брал интервью у местных экспатов. Поэтому можете посмотреть это видео по ссылке в описании, либо справа в углу. Приятного просмотра. На этом открыточном виде можно было и зафиналить, но я хочу вам показать еще одну вау-локацию. Там много меньше туристов, чем на Сигирии, но виды по мне намного круче. Это соседняя гора Пидурангула, вот и она, кстати, куда я поехал встречать еще один красивейший закат. Самое крутое в таких походах – это то, что ты идешь самим собой, и все твои мысли, все твои запросы, вопросы решаются путем вот такого хайкинга. И голова здесь работает хорошо, и ответы круто приходят. Ну и вверху тебя ждет всегда награда, если ты куда-то собираешься. Признаюсь, я в путешествиях не совсем люблю заезженные туристами локации. Сигирия, к сожалению, такой является. Второй раз я туда бы не поехал, а вот Пидурангула забрала бы все номинации этого выпуска, потому что тут и вид на Сигирию, и мало людей, и можно уединиться, помедитировать. А также можно подумать над тем, напишите ли вы комментарии на мою огромную работу, длиной почти в год. А пока наслаждаемся. Это одно из самых уникальных и интереснейших мест. Я бы назвал это чудом света в сегодняшнем формате. И в такие моменты, особенно если вы финалите эту поездку, как я это делаю, оно запомнится навсегда. Шри-Ланка, ты просто невероятный. Ну что, пора прощаться. Что хотелось бы в конце сказать. Шри-Ланка, несомненно, крутое место для путешествий. Мне прям по сердцу. Очень понравилось. Касательно жизни, не совсем уверен, что здесь прям подходящее, идеальное место для жизни, так как Шри-Ланка еще развивается. И, возможно, через несколько лет она догонит такие страны, как Таиланд либо Бали. Но, возможно, это будет уже не Шри-Ланка. Ну, напоследок, это было мое первое видео в таком формате. Честно, я не думал, что оно будет такое трудоемкое. Поэтому очень сильно нуждаюсь в вашей поддержке, обратной связи, чтобы я понял, что вообще представляет мой travel-влог и
есть ли потенциал идти дальше. До скорого. Увидимся, надеюсь, в следующих выпусках.